предоставить слово для приветствия руководителю Федерального агентства по туризму Александру Васильевичу Радькову. То мероприятие, которое мы сегодня проводим, оно уникально по своей сути, потому что никогда еще подобного рода тематика не затрагивалась на столь представительном форуме. Наверное, вот основная идея, которая должна прозвучать сегодня, наверное, будет обсуждаться, это разделение ответственности между государством и бизнесом. Потому что на сегодняшний день это очень серьезная и важная проблема, которая касается вопросов обеспечения безопасности, обеспечения должного уровня качества. И вторая тематика, которая, на мой взгляд, должна быть тоже акцентированное понимание, это вопросы саморегулирования. Как отрасль сможет сама управлять собой? Что должно для этого делать государство? Какие полномочия делегировать? Насколько нынешнее состояние отрасли, нынешнее состояние рынка способно это сделать? Насколько сам бизнес готов к этому саморегулировать? Это очень серьезные вопросы. И во многом от того, как мы на них ответим, и будет дальше развиваться вектор отраслевого развития туризма в нашей стране. Поэтому я хочу пожелать всем плодотворной работы. Вот, я думаю, что в результате этих наших обсуждений мы сможем выйти на какие-то результаты, которые во многом бы гармонизировали отношения всех участников туристического рынка. Слово для приветствия предоставляется руководителю комитета по туризму правительства Москвы Сергею Павловичу Шпилькову. Понимаете, ну действительно, пока мы вместе, ну, я не знаю, спасем ли мы там рынок в смысле каких-то возможных банкротств, конечно, наверное, без них не обойдется. Но то, что рынок будет развиваться, то, что он будет подниматься во многих своих сегментах, во въездном, во внутреннем туризме. И то, что сейчас, я заканчиваю, я понимаю, что злоупотребил, сейчас на практике, вот то, что, допустим, я вынужден выполнять как бы одновременно функции чиновника и руководителя ассоциации, но это ассоциация решает это направление, то это просто мы отвечаем на вызов, который нам адресует власть. Вот сделать Москву из города не гостеприимного, гостеприимного. Серьезно. И мы пытаемся на практике доказать, что профессионалы отрасли, если они приходят в эту работу, а там пришли в комитет Юрий Александрович Мохов, вот сейчас Козлов Игорь Геннадьевич, в общем, многие известные люди на туристском рынке, вот. Как бы постараемся оправдать в том числе и это доверие. Вот. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Нику Гринфилду, руководителю отдела по взаимоотношениям с туроператорским бизнесом организации Европейского объединения туристических ассоциаций. Okay, I'm from the European Tour Operators Association. Я представляю Европейскую ассоциацию туроператоров. And we represent over 600 bodies working with tourism in Europe. И мы в нашу структуру входит более 600 организаций, которые работают в сфере туризма в Европе. And I was asked today to tell you a bit about our association, how we work, how we're structured, what we do, and above all, what our issues are, what our topics are we work on. Сегодня меня попросили рассказать немного о нашей ассоциации, о том, что мы из себя представляем, какая у нас структура, и какие наши задачи, и какие проблемы стоят в туристической ассоциации. I think the first question would be, how did our organization start in 1989? Я думаю, первый вопрос в том, как возникла наша организация в 1989 году. And the answer is legislation. We just heard from the gentleman about dealing with authorities.
And 4 companies in 1989 decided to talk to the European Commission and Parliament about legislation. Я думаю, что ответ на это законодательство, как уже сказал предыдущий оратор, о том, что нужно активно работать в сфере законодательства, осуществлять взаимодействие с властями. 4 компании в 1989 году приняли решение начать такую работу. The first legislation was the Package Travel Directive, PTD, which basically explains what is or isn't package travel when you sell a package. И первым документом, который был разработан в этом направлении, была директива по туристическим пакетам, в котором, в общем-то, говорилось, что именно из себя представляют туристические пакеты как таковые, когда вы предоставляете такую услугу потребителю. This was introduced in 1991, which happens to be the same year that the internet was born. Unfortunately, the Package Travel Directive does not reflect properly the internet. Принятие этой директивы произошло в 1991 году, и в этом же году, как вы знаете, возник интернет как таковой. И, к сожалению, само явление интернета в этой директиве отражено не было. In case you've forgotten, this is what a computer looked like in 1991. Very nice. Может быть, вы уже забыли, но в 1991 году именно так выглядел персональный компьютер. Another piece of legislation was the tour operators margin scheme. This is how our product is taxed. If I run a trip that starts in London, goes to Paris, goes to Barcelona, goes to Lisbon, for example, where should that trip be taxed? Each country, the whole package, how should it be taxed? Второй документ, который я хотел бы рассказать, это схема по взиманию налогов или по установлению наценок в услугах, представленных туроператорами. Например, если я покупаю тур, который начинается в Париже, и дальше идет по городам Европы, через Барселону, через Лондон, Лиссабон, например, нужно понять, в каких именно городах или в каком одном городе будут взиматься налоги с услуг, которые представлены в рамках этого тура. As you can see, this legislation was drafted, written in 1977. Как видите, проект этого закона был разработан в 1977 году. And for those of you who remember 1977, this is me in 1977. И для тех, кто помнит этот год, вот так я выглядел в 1977 году. It's a long time ago. Это было очень давно. Okay, the association, how is it structured? Сейчас я хотел перейти к структуре нашей ассоциации. Over 600 members. Более 600 членов. Media and research partners. Партнеры из средств массовой информации и исследовательские организации. Partner associations such as the International Road Transport Union, the Pacific Asia Tourist Authority, the European Cities Marketing, other associations are partners. Партнеры ассоциации, такие как, например, Международная ассоциация автомобильного транспорта, туристическая ассоциация Североатлантического региона, Европейский рынок туристических управлений в городах. And then we have a secretariat, which I'm part of. We're the people that run the organization. Также в нашу структуру входит секретариат. Членами секретариата являются также и я, мы управляем нашей организацией. A steering committee, which is executives and directors from the membership, from the operators, from hotels and so forth, which meets every 3 months. Также в нашу структуру входит руководящий комитет, включающий в себя исполнительных директоров и руководителей компаний, которые являются членами нашей ассоциации. Это и сфера отельного бизнеса, сфера туроператоров, которые встречаются раз в 3 месяца. And some other working groups and committees involving other members, and that depends on what we're looking at. So, for example, if we were doing a committee about transport, then we have all the people that deal with transport in the various members. И также у нас есть другие рабочие группы и комитеты, в зависимости от сферы деятельности. Они могут включать в себя представители, например, транспортных компаний, которые являются членами ассоциации, или представители гостиничного бизнеса и так далее. So here's examples of ETOA members. I won't list all of these, but you have operators, hotels, tourist groups, operators, hotels, tourist boards, rail, coach, consultancies, all sorts of services. Everybody working with tourism in Europe.
На этом слайде представлены примеры тех компаний, которые входят в нашу ассоциацию, и вкратце их перечислим. Это и туроператоры, и операторы, осуществляющие продажу через интернет, это и отели, хостелы, курорты, это туристические управления городов и регионов, конструкционные компании, очень большой спектр из различных областей. Two more things. Firstly, the operators can bring tourism anywhere in the world. All that matters is that they actually provide tours and products in Europe. И один еще очень важный момент заключается в том, что туроператоры, которые входят в нашу ассоциацию, они могут работать в любых направлениях, в любых частях света. Главное условие заключается в том, чтобы они осуществляли свои услуги и на территории Европейского Союза. And secondly, as we will see in a minute, our members are all different sizes. So we have members which are huge. You may have heard of people like Expedia, for example, right the way down to very small operators who have special interest. And this is very important for our association. We believe very strongly that all sizes of companies should be members of such an association, not just the big players. И также, как вы видите через минуту, в нашу структуру входят компании самых различных уровней и размеров, начиная от больших, как, например, Expedia, вы знаете, это достаточно серьезный ресурс, вплоть и до самых малых организаций. Это наша политика, мы считаем, что это правильно, что организации любого размера должны иметь доступ к таким ассоциациям, как наша. In terms of income, we have two main sources. This is from 2011. Membership subscriptions make up about 57% of our income, and workshop fees, we run commercial workshops, I'll explain afterwards, make up 38%. Итак, что касается наших источников дохода, у нас их два основных. В 2011 году мы получили 57% нашего дохода от членских взносов и 38% дохода от взносов за участие в семинарах и мероприятиях. Также наши доходы входят доходы от размещения рекламы, спонсорские взносы и публикации. In terms of membership, for the operators, that's the people online, tour operators, wholesalers, to reflect the size of the different members, we have three main categories: less than 5,000 passengers a year, less than 100,000 and more than 100,000. And then for the really big operators, we vary the membership subscription. So this year, that's anywhere between €1,605 and the biggest of the big pay $3,885, again reflecting the size of the company. Итак, что касается размера организаций, входящих в состав нашей ассоциации, они могут иметь оборот менее 5000 туристов в год, менее 100 тысяч в год или более 100 тысяч туристов в год. Таким образом, в 2012 году размер членского взноса варьируется, как вы понимаете, от размера организации и составляет от 1605 до 2500